Мы в Чередовеке. А еще мама с Наташей очень хотели увидеть вот эту вот статую, но мы обошли практически всю набережную, ее нигде не видно даже. Завтра мы уже возвращаемся в Геную, забираем нашу машину с парковки и будем двигать в сторону Украины. Водичка приятная, теплая, но там в море, я вам сейчас покажу, надвигается гроза. Дно немножко такое не очень удобное, но в принципе для купания с детками хорошо, потому что нет больших волн. Мы только что подошли к прохожим, и я узнала у них, что эту статую, оказывается, увезли в Америку, и ее привозят каждые 5 лет, что мы так и не поняли немного. Но, в общем-то, сам факт, что сейчас ее здесь нет. Да, жалко, очень красивая. Мы хотели ее увидеть, вот эту вот большую статую моряка с девушкой, да? Ее Касси в Америку. Касси увезли, да? Но у меня пропали запахи, это капец, я боюсь, что это не какой-то коронавирус случился. Идем. Которую трудно не заметить. Но мы ее прошли мимо. Лайнер такой с губками и глазками. Доброе утро всем! Мы уже в Генуе. Сейчас будем сходить на берег, забирать вещи, чемоданы наши, грузиться и в долгий путь. Ну вот и все, наш круиз по Европе подошел к концу. И сейчас мы отправляемся в долгий путь домой. Но перед этим мы должны еще заехать в одно место. А какое, я вам сейчас напомню в этом видео. Помните, мы рассказывали в самом начале, что Тая потеряла свой AirPods наушник. Так вот, мы выяснили, что она его все-таки оставила в том доме, в котором мы жили перед круизом. Не могла, типа, в том доме, где был второй этаж, типа? У меня, короче, у меня была сумка моя со мной, и в ней лежали наушники в кейсе, и она, видимо, он открывается, и там один наушник из него выпал, а я захожу в локатор, типа, в айфоне, мне пишут, что он в 50 километрах отсюда. Да, мы уже отплыли от Гены, а наушник остался, видимо, на берегу где-то. Правый наушник. Ну все, Тая. Нет, если мы его заберем на этом. Да, конечно. А ну-ка. Он, думаешь, будет валяться? Да он где угодно может нет, быть. он в том доме, скорее всего. Ну, в дом, может, Подожди, тут нет, стой. не вернемся. Он не в доме. Дом Вот, нам... показывай, где он. Тае повезло, наушник мы забрали, его нашла горничная. И мы едем дальше. По пути останавливались в нескольких магазинах. Я себе купила вот такие кактусы, они искусственные, представляете? Потом наступил вечер, началась такая гроза сильнющая. Это мы выезжаем из Италии. Под таким дождем мы ехали всю ночь. Вообще нифига не видно. Сейчас очень раннее утро, и мы въехали в Словению. Просто так без остановок доехать домой мы не можем. Мы сейчас заедем в обалденно красивое место, и это национальный парк Словении Триглав. Всем доброе утро! Мы находимся в Словении, в национальном парке Триглав. Мы одели все, что было в машине, на себя и немножко похожи на бомжей, и мы идем к водопаду. На самом деле очень-очень холодно, сейчас 7 часов утра, и мы, наверное, самые первые посетители здесь. Здесь небольшие ступенечки, мы поднимаемся, водопад рядом совсем. Будет ровная дорожка. Вот такие лесенки, корневища деревьев. Здесь корни деревьев, которые превратились буквально в лестницу такую импровизированную. А еще добавили деревянных ступенек. Что? Тут надо либо, почему дождь пошел. Да, прошли дожди, и запах такой, запах леса стоит, и грибочки. А видели, сейчас покажу тебе. Такая корневая система мощная, мы лезем вверх. Водопад делится на два, на нижний и на верхний. Мы
Сейчас дошли к Нижнему, пройдем туда, а чуть позже поднимемся наверх, и там будет совсем другой вид. Ух. Я села здесь на этот камень, и подо мной прям вибрирует земля от этих струй. Мне кажется, вот этот песок тоже когда-то уйдет вниз. Удивительно, что за этой водяной стихией можно пройти и увидеть водопад с необычного ракурса. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. What can Очень холодно. Алиса замерзла, руки застыли. Сейчас будем спускаться. А Тая вон идет по тропе, будет сейчас проходить под водопадом. Мы посмотрели нижний водопад и решили, что не пойдем к верхнему, но плюс здесь написано, что very difficult to carry trail, то есть тяжелый подъем. И Алиса жалуется, что у нее болят ракетки. Да, мы уже здесь увидели самую красоту. Возвращаемся в машину и едем в Марибор. И Макдональдс. Мы уже спускаемся, 8 часов утра, и навстречу нам поднимаются туристы массово. Их много из разных стран. Из Индии встретили 3 ребят. И очень хорошо, что мы пришли самые первые сегодня сюда. Сделали красивые фото, сняли видео и полюбовались стихией. Это грусть. Гриб, мы его не срываем, оставляем, потому что от одного нам смысла не будет, но он очень-очень вкусный. Я когда была маленькая, сейчас расскажу. Мне было как Алисе 6 лет, мы с папой ходили в лес, собирали эти грузди, и на балконе у нас стояло 2 деревянных бочки, он их засаливал, и мы потом всю зиму ели. И я до сих пор помню этот вкус, реально было очень вкусно. Это белый гриб. Мы сейчас его вернем на место, Алиса. Боже, какая красота. Я хочу грибов. Вот и моя машинка. Все, мы выходим из тропы. Иди, Алис, давай, потому что не разойдемся с людьми. Выходи. А люди все едут и едут. Сейчас в наших планах заехать в Марибор к Наташиной подруге. Она там накрыла стол, нас ждет, перекусим у нее, покупаемся. И дальше уже будем двигать к сербской границе, и там остановимся на сутки. Лично для меня Словения абсолютно недооцененная страна. Здесь такая природа потрясающая. Горы, водопады, реки, озера. И сюда вот я еще обязательно хочу вернуться. В Сербии на эти сутки на букинге я забронировала дом, очень интересный. Покажу вам его немного позже. Ну и, конечно же, он рядом с термальными источниками. Доброе утро. У Алисы выпал зуб вчера вечером. И мы в дороге и думали, принесет зубная фея подарок ночью в машину или нет. Я говорила, что не принесет. Принесла. Типа вот такой тигренёнок дальше. Тигренок, да? Тигрененок. Что Андреса ненавидит табарапка? Фу-фу-фу. Это которая мне потолки дома пачкает, да? И какая у меня давно с чем залетел. Типа вот такой, я не знаю, типа что это. Такой-то конструктор маленький, да? А в нем, походу, что-то сладенькое. Класс. 7 часов утра, мы уже в Сербии. Едем дальше. Все, ложись подремай еще, хорошо? Алиса, чуть-чуть. Я уже не засну. Ага, потому что нельзя подходить. Пошли, Алиса. Мы уже в Сербии, это дом, в котором мы остановились. Мы вошли, и никого нет. Все комнаты открыты, здесь несколько номеров получается. Хозяина нет рядом, позвонить не могу. И вот не знаем, что делать. Холодина собачья. Ходим по двору, смотрим территорию, соседей нет рядом, вообще никого. Так, мы наконец-то смогли проникнуть в этот дом.
Ага, вот у нас 2 комнаты. Wi-Fi зашла я в дом, пока не было хозяина, и нашла в открытом номере. Дозвонилась ему, а он, оказывается, уехал. И говорит, заходите, располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Мы смогли зайти в дом. Получается, я здесь все обошла, и никого не было, двери открыты. И у меня не было связи, нет интернета в Сербии у нас. И зашла в дом к человеку, нашла Wi-Fi, пароль подключила и написала ему, что извините, так, мы вас не смогли найти, мы вас ждем. А он говорит, все в порядке, я специально оставил двери для вас открытыми в доме, чтобы вы зашли, расположились и ждали меня, потому что меня по работе куда-то срочно вызвали. Вот, ну и вот, получается, наши апартаменты. В Сербии очень холодно сейчас, да, и не знаю, думаю, что мы можем замерзнуть. Но здесь есть батареи, которые можно позже включить. Здесь выход на террасу. Идем посмотрим быстренько только, потому что холодно. Вот. Забегайте, закрывайте за собой дверь. Выходи, Алиса. Давай, выходи. Вот такая терраса, здесь зона отдыха, получается барбекю, можно пожарить шашлык. Ну, мы не будем. Ну да, мы не будем, мы взяли все, купили в магазине. И там есть большая территория, есть детская площадка, и есть бассейн. Там, бассейн сейчас вообще не в тему, потому что такой дубак. В Сербию пришла осень. И он очень зеленый. Ку-ку, захожу в дом, чтобы не морозить народ. Так, здесь узкий такой проход. Здесь вот мне показали одна гостиная комната и одна еще спальня там. Санузел, да, и кухонька небольшая. Ну, заходите в ту комнату. А тут нету кухонной. Как это нет? Ну вот только одна. Ну вот, мойка, умывальник, электроплитка, чайник. И даже есть вот тут какая-то духовочка. А вот туалет. Туалет. Алиса любит у нас показывать, да? Санузел. Вот так. И вот эта комната вторая. Спальня, да, такая? 2 человека лягут, и 2 получается. И один тая кофту какую-то. Алисе надели мои лосины, потому что у нее ничего больше нет чистого. Вот такая площадочка здесь. А здесь вот такая зона отдыха и бассейн. Я тебя не звала. Я тебя не звала. Летом в жару, конечно, здесь прикольно. Я вообще даже не знала, что здесь есть бассейн в этом доме, потому что бронировали по другим параметрам мы. Дом рассчитан на 5 или 6 отдельных апартаментов. Очень много зон отдыха различных. Пуфики, кресла-качалки, гамаки, летняя кухня вот такая есть, бильярд. В общем, много-много всего. Красивая территория такая, уютная. А еще здесь есть вот такая общая гостиная с кухонной зоной, где мы будем завтра завтракать. 55 евро я заплатила за эти апартаменты, и завтрак у нас входит в стоимость. Я считаю, что это очень хорошо. Здесь очень уютно, и сам дом такой, знаете, как теплый. Атмосфера здесь какая-то, такая энергетика теплая. И я отдыхаю душой в таких местах. Тая уже вырубилась, спать легла, а мы с Наташей вышли, сидим. У нас 2 входа в дом с бассейном. Мы заходим, получается, вот такая лесенка деревянная. Здесь терраса, стол и наш номер. Там Алиса закрылась, греется с Наташей. Тук-тук-тук. Пускай меня. Давай, не ломай дверь. Пускай маму, пускай. Так, тут Наташа готовит. Ой, ку-ку, я тепло выпускаю, да? Да. Немножко. И Алиса готовит. Алиса нам готовит фруктовый салат на ужин. Ой, от киви. Молодец. В моих планах сегодня выспаться нормально в удобной кровати, чтобы завтра ехать дальше. У нас все пределы. Кума жарит мяско с курочкой, с перчиком, вкусняшка. Так пахнет, ароматы на всю квартиру. А мой ребенок младший нам приготовил фруктовый салат.
Кока-колу поставил. Боже, это как в ресторане. От шеф-повара Алисы. Молодец. Мы будем все пробовать, хорошо? А Тая у нас что делает? Спит. Дайте мне 3 стакана. Сейчас дам. Ну что, ужин почти готов. И все ждут мяска. Оно так вкусно пахнет. О, Красота. какое оно все вкусное, пахучее. О, и бекон, и мяско, и колбаска. Прямо как лучше в домах Объедение, да? Парижа. Как в ресторанах. Да. Тая проснулась. Нам жарко, мы в майках. Здесь так наготовили, пар идет от плиты, от этой. Тае холодно. Ты чего? Тая, что там на потолке? Алиса говорит, закройся уже. Идите спать, пожалуйста. Я так устала сегодня. Здрасте. Дра- Идите спать, 5 часов. А потом ночью что будем? Дочка матери играть. Кума, тут нас всех строит, да? А ну давай скажи им гав.